А имя твоего почтенного отца назови мне нежнейшее из его имен, ибо он поистине достоин любви, человек, подаривший миру такого прекраснейшего отпрыска. Его зовут Алексей, а самая нежная Алеша. Алеша. Известно, что в жизни чудеса случаются крайне редко, однако в судьбе Алексея Литвинова нашлось место волшебству. В далеком детстве ему посчастливилось прикоснуться к миру кино. Снявшись в легендарной сказке о старике Хоттабыче, Литвинов на долгое время стал одним из самых известных экранных пионеров Советского Союза. Отцвет былого чуда согревает Алексея Александровича и по сей день. Алексей Литвинов появился на свет в марте 1944 года под Воронежем. За несколько месяцев до этого его маму эвакуировали сюда по дороге жизни из осажденного Ленинграда. После победы женщина с малышом на руках вернулась в родной город на Неве, чтобы начать новую, полную трудов послевоенную жизнь. Отца своего Лешу увидеть не довелось, мужчина погиб на фронте. Все заботы по воспитанию сына легли на материнские плечи. Мальчик рос сообразительным и любознательным. С детства в нем была видна тяга к изобретательству. Школа, где учился Алексей, располагалась неподалеку от киностудии «Ленфильм». Сюда в поисках интересных типажей нередко заглядывали ассистенты режиссеров. В начале 50-х здесь появились помощники Геннадия Казанского, отбиравшие мальчишек на кинопробы для экранизации нового сказочного фильма. Литвинову было предложено посетить кастинг. Отбор происходил по всей строгости. Из сотни претендентов только 10 сумели дойти до фотопроб, и Алеша был в их числе. Загримированные ребята в течение целого дня читали стихи и фотографировались в костюмах. По итогу на главную роль царственного юного пионера Вольки утвердили одного из финалистов. Оказавшись неудел, Алексей сначала страшно расстроился. Шли дни, и когда мало-помалу горечь неудачи стала забываться, мальчишку вновь разыскали представители киностудии. Как выяснилось позже, паренек, первым утвержденный на роль, не смог побороть робость перед камерами. Художественному совету вновь пришлось собраться и повторно провести процедуру проб. На этот раз Литвинов не оставил конкурентам ни единого шанса. Он блестяще отыграл предложенный отрывок и единогласным решением комиссии получил добро на участие в съемках. Земля же имеет форму плоского диска и омывается она со всех сторон величественной рекой, именуемой океан. Земля покоится на 6 слонах, а эти слоны стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир с точки зрения науки. Древней науки. Не древней, а единственно правильной. Не древний, а единственно правильный. Премьера старика Хоттабыча состоялась летом 1957 года. Фильм с упоением смотрели и дети, и взрослые. Синтез сказки современных реалий оказался для зрителей необычайно привлекательным. В равной степени успеху способствовал превосходный актерский состав. Юные артисты трудились плечом к плечу со старшими коллегами. Алеша в образе Володи Костлякова работал с большой самоотдачей, помимо артистизма, проявляя на площадке ответственность и твердую дисциплину. После выхода фильма юному дарованию стали поступать многочисленные предложения о сотрудничестве. От каких-то проектов он отказывался, но на некоторые согласился. Так мальчишка с энтузиазмом приступил к съемкам в фильме «Первомайская, дом 7». Но работа над лентой по ряду обстоятельств прервалась и больше не возобновилась. Во время вынужденной паузы Алексей передумал становиться профессиональным актером. Окончив школу, он поступил в Ленинградский техникум электромеханики. Почти до самой пенсии Литвинову удалось поработать по любимой специальности. Он был работником метрополитена, трижды отправлялся в навигации по Северным морям, обслуживал пассажирские поезда дальнего следования. После распада Советского Союза несколько предпенсионных лет ему пришлось подрабатывать на стройке. Личная жизнь. В первом браке у Алексея Александровича родилась дочь. К сожалению, мать-девочка умерла еще достаточно молодой. После ее ухода мужчина женился вторично. Этот брак оказался счастливым. Со второй супругой Литвинов живет в мире и согласии. Сегодня Алексею Литвинову уже 77.
Он давно на пенсии, но сидеть без дела не привык. Незадолго до перестройки Алексей Александрович приобрел под Санкт-Петербургом дачный участок, построил домик и разбил огород. Теперь этот кусочек земли стал настоящим семейным увлечением. Каждое лето Литвиновы проводят здесь и возвращаются в город только с наступлением осенних холодов. Иногда Алексея Александровича можно увидеть на телепередачах, посвященных истории создания знаменитого фильма. Бывший пионер Волька с удовольствием делится детскими воспоминаниями, но не устает повторять, что рад тому, как сложилась его судьба за пределами кинематографа. Литвинов уверен, главное – найти дело по душе. Именно оно и будет приносить радость, вне зависимости от того, кто ты – артист или электромеханик. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.